I find myself saying the same thing every evening. Я говорю, это вещь каждый вечер. Я нахожу, что я говорю эту вещь каждый вечер. And that is that I'm very happy to see you. И я снова счастлив видеть всех вас здесь. It makes my day complete to see the saints gathered together. И когда я вижу святых, которые собираются вместе, я думаю, что это как раз чувствую, что этот вечер полностью завершен. And I appreciate you taking from your time in order to be here. И я очень счастлив то, что вы посвящаете свое время, чтобы прийти сюда и находиться здесь. I certainly pray that our time this evening will be well spent. И я также молюсь о том, чтобы это время, которое будет проведено здесь, оно будет проведено не зря. I pray that God will be glorified. И я молюсь о том, чтобы Бог был прославлен. And that you will be encouraged. И чтобы также это ободрило вас. It was a number of years ago at our institute in Quito, Ecuador. Несколько лет назад в одном из наших институтов в Эквадоре, Quito is the name of the city. В Эквадоре, городе Кито, When it was decided that we wanted to plant a new church in the city of Guayaquil. и было решено организовать новую церковь в городе Guayaquil. And so a number of students were gathered together. И вот некоторые студенты того института, они собрались вместе. And so people began to talk about who should go and what kind of a team could we place there to do this work. И люди начали, христиане, общаться, собираться, говорить, кто пойдет туда, кто будет организовывать эту церковь. And so finally the team was made up of 5 people and their families. И вот была основана группа людей из 5 человек и их семей, которые будут организовывать церковь. One of the brothers was by profession a rose grower. Один из братьев, который был в этой группе, он был по профессии человек, который выращивает розы. Another one was an electronics repairman. Другой человек, он был мастером по ремонту электроники. Another one had just left the army. Третий, он только что демобилизовался из армии. Another person was a baker. Еще один человек, он был пекарем. And the other one was involved in printing. И еще один, он был вовлечен в печатание. All people from very different professional backgrounds. То есть все люди были разных профессий. Different experiences and even different age levels. И у них был разный жизненный опыт и даже разный возраст. And so they, when they finished their studies in our institute in Quito, they and their families moved to Guayaquil. И вот когда они закончили учебу в этом институте в городе Кито, они поехали в другой город там основывать общину. But before they went, the whole school gathered together. Но перед тем, как они уехали, вся школа, весь этот институт собрался вместе. And the local church gathered also. И также и местная церковь собралась вместе. And all had a very lengthy time of prayer on their behalf. И было такое очень время усиленной молитвы над этими людьми. Their fellow students were going to lots of other places. Другие также студенты, которые с ними учились, они также собирались пойти или поехать там в другие места. But they had been set apart in order to go and begin a church in Guayaquil. Но именно вот эти люди, они были как бы особо отделены для того, чтобы именно поехать в тот другой город и там основать новую церковь. When they arrived there, they all began to do some of the same things and some very different things. И вот когда они приехали в тот город, они начали делать, как бы, можно сказать, одни и те же вещи, но в то же время и все разные вещи.
They had all been trained as evangelists, Всех их учили быть как евангелистами. but they decided that each would do a different role. Но они решили, что каждый из них будет выполнять свою особенную роль. I mean, they certainly all did some evangelism. Ну, конечно, они все евангелизировали, But one of the brothers, that was all that he did. но один брат, это все, что он делал, он только евангелизировал. Another brother began to work on the meeting place and to do remodeling of it. Другой брат, он начал работать над тем местом, где они собирались, то есть начал там что-то ремонтировать. And another one began to reach out and encourage the young people in the city. Другой человек начал заниматься больше с молодежью в том городе, начал работать с ними. And so they all divided up their tasks. То есть они все распределили между собой эти задачи. And as they did so, they gave themselves fully to their task. И то, что они делали, они полностью посвятили себя вот этой вот какой-то определенной задаче. They did not focus upon what someone else's role was, but they focused only on what was their role. То есть они не фокусировали свое внимание на том, что делает мой брат, да, или сестра, кто-то. Они концентрировали свое внимание на том, что именно каждый из них делал. And as they did, the church began to grow. И благодаря тому, что они делали, церковь начала расти. And it grew very rapidly. И она росла очень быстро. Then the brothers, in looking at this new congregation, began to adjust their roles. И потом братья, когда организовалась эта новая церковь, начали также приспосабливаться к вот этим вот ролям. And then the congregation didn't grow quite as fast. То есть они начали уже больше, привыкать к тому, что они делают, и уже постепенно церковь уже стала расти не так быстро, как раньше. And then when they began to focus on their unique roles again, the church began to grow again. Но когда они вновь стали обращать, каждый чем занимался, на свою роль, то снова церковь начала возрастать. Various roles are always important in the Church of Christ. Разные роли в церкви очень важные для христиан. And I believe that that is a part of what we see in our text this evening. И я думаю, вот это вот как раз часть этого мы увидим сегодня в том тексте, который будем читать. And the text that I have for us this evening is Acts chapters 6 and 7 and a few verses in chapter 8. И сегодня вот эти отрывки, которые мы будем рассматривать, текст это 6 и 7 глава книги Деяний и немножечко стихов из 8 главы. And I would encourage you to follow along in a Bible, and if you don't have one, please raise your hand and one will be made available to you. И я также хочу попросить, чтобы мы все следили по Библии за тем, что мы будем читать. А у кого нет Библии, то, пожалуйста, поднимите руки, и братья вам раздадут, помогут. Если у кого-то нет, поднимите руки. Всех. Поднимите, пожалуйста, выше. Вот. Максим там поможет. So far, this week, we have kind of focused upon the role and the work of the apostles. Вот на этой неделе мы большую часть времени провели над тем, что изучали именно роль и дела апостолов. We have looked at the things which they did, and we have also looked at how they encouraged others to do the things they did. То есть мы смотрели на то, как они, апостолы, делали какие-то дела, и как они, апостолы, воодушевляли других людей или показывали пример, чтобы те делали, как они. And of course, to look into what they were doing in these first chapters of the book of Acts is to see that they were being successful. И мы видим в этих первых главах книги Деяний, что в чем они, что они делали, апостолы, они в этом преуспевали. But as we come into chapter 6, we are introduced to some other people who took on very important roles in the early church. Но когда мы подходим к 6 главе, мы также уже видим и других людей, которые были в церкви, которые брали на себя важную роль. What we find is people within the community of faith stepping up in order to do what God had called them to do.
И мы видим, что вот эти люди, которые находились в церкви, они как бы выступают вперед, чтобы делать те вещи, которые Бог хочет, чтобы они делали. In the first 7 verses of chapter 6, И в первых 7 стихах 6 главы here we find 7 men who are set apart for a special purpose. мы видим 7 человек, которые были избраны или поставлены особо для определенной цели. The text says, now at this time, while the disciples were increasing in number, Здесь начало главы начинается в эти дни, когда умножились ученики. so far, Satan has failed to stop the increase and the growth of the church. То есть до этого момента мы видим, что сатане не удалось помешать церкви увеличиваться в количестве. He failed in using the Jewish leaders who arrested the apostles. Он также провалился с тем, когда планировал вот это, иудейские начальники арестовывали учеников. He also failed in his attempt to bring division to their unity from within the body. Также ему не удалось привнести разделение внутрь церкви, внутрь тела. And yet, even in the midst of this, the number of disciples continued to grow. И мы видим, что даже вот посреди этой церкви продолжались умножаться количество учеников. In fact, the word which Luke uses in the Greek here in chapter 6, verse 1, indicates not simply something that is added to, but something that multiplied. И более того, вот это слово Лука использует здесь, если смотреть на греческий перевод, вот это слово умножились. То есть не просто добавились, а умножались числом, то есть становилось больше. So before, Luke kept saying, the Lord added, and now he's saying, the Lord multiplied. То есть до этого он говорил, присоединилось, там было, она присоединилась в тот день около, а тут он говорит еще умножилось. Well, any church which is growing is going to have problems. Знаете, каждая церковь, которая растет, у ней будут проблемы. Churches which have no problems are not growing. Церкви, у которых нет проблем, они не растут. Some things can enter into the church which can damage its health. Что-то может войти в церковь, что может повредить, нарушить здоровье церкви. But every problem is an opportunity for growth. Но каждая проблема – это возможность для дальнейшего роста. I have a very good friend of mine who says it this way. У меня есть один хороший друг, который сказал это следующим образом. Every problem that comes into our life is wrapped in a blessing from God. Каждая проблема, которая приходит в нашу жизнь, она Wrapped around by a blessing from God. Она облачена или одета Божьими благословениями. And the bigger the problem, the bigger the blessing. И чем больше, кажется, проблема, тем больше благословения. And so, within the early church, we have already seen some problems, but we're going to be introduced to another one. И мы видим в ранней церкви также были проблемы, и мы вот увидим одну из них. Here it says that the Greek Jews began to complain. Мы здесь видим, что эллины, у них начался ропот, они начали жаловаться. Here we have an undercurrent of grumbling which is coming into the church. Мы здесь видим вот такой ропот, ворчание, недовольство, людей, которые входят в церковь. And this has long been a problem among the people of God. И это, наверное, уже издавна была такая проблема Божьих людей. If you think about the children of Israel when they left Egypt and were in the wilderness. Помните израильтян, когда они покинули плен в Египте, и находились в пустыне? And what is it that they did while they were in the wilderness? Что они делали, когда они были в пустыне? They grumbled. Они роптали. They got tired of God's provision for them. Потому что они даже устали от того, что предусмотрел для них Бог. And in this situation, we have two groups that emerged in the early church. И в этой ситуации, в этой церкви мы видим две группы людей, которые там были. First of all, we have the Grecian or Hellenistic Jews. То есть первое это были эллины или греческие, можно сказать, иудеи. These were the Jews who had not grown up and lived in the area of Palestine.
То есть это были те иудеи, которые не родились и не жили на территории Палестины. You will remember that after the day of Pentecost, that many people who came there remained as a part of the church. Помните, да, в день Пятидесятницы, что многие люди пришли из других городов и остались там в Иерусалиме. They tended to speak the Greek language, even though they understood the local language. И они, вот эти эллинисты, да, они разговаривали всегда на греческом языке, хотя они понимали и иудеев. They were, of course, more comfortable with the various cultures that existed in the world. И они как бы приспосабливались, было комфортно с другими культурами мира. And the other group were the Hebraic Jews. И другие группа людей это были, ну как еврейские иудеи. And these were the ones who had been born and grown up in the area of Palestine. И эти люди, они родились и жили на территории Палестины. They primarily spoke Aramaic, though they probably understood Greek as well. Они, скорее всего, разговаривали на арамейском, но они также, скорее всего, понимали греческий язык. But they tended to hold more strongly to the traditions of the fathers. Но, конечно же, у них было больше, они почитали традиции своих отцов. In the Jewish religion, there had long been some friction or tension between these two groups. И всегда было вот такое напряжение, можно сказать, какой-то конфликт между двумя группами этих людей. And it seems as if some of that was brought into the early church. И создается такое впечатление, что вот этот конфликт немного также в этот конфликт была втянута церковь. Now, the complaint of the Greek Jews was that their widows were being overlooked in the daily administration of the food. Вот это вот ропот был на евреев за то, что их вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. So basically, they were complaining about unfair treatment. То есть, другими словами, они жаловались на несправедливое отношение к ним. As I said, the church had already faced a number of difficulties. Как я сказал, церковь также сталкивалась с разными трудностями. But I don't think that we should underestimate the problem that we are addressing right now. Но мы также не должны недооценивать ту проблему, которая произошла здесь. Because this could have severely torn apart the early church. Потому что вот эта ситуация, она могла буквально разорвать на куски ту церковь, которая там была. And the Jews had a long history of dividing into various groups. И из истории иудеев мы также знаем, что они постоянно разделялись на различные группы. You had the Pharisees and the Sadducees. Фарисеи, саддукеи. You had the Zealots and other groups. Зилоты, зелоты и другие. And so, looking at the Jewish religion, one could hardly call it unified. Поэтому, глядя на вот иудейскую религию, вряд ли бы кто-то мог сказать, что это вот такая единая религия. But we know what Jesus' prayer was in the garden before the cross. Но вы помните, о чем молился Иисус в саду перед тем, как был распят? He prayed that all of his followers would be one. Он молился о том, чтобы все его последователи были едины. And that unity was on the brink of disaster at this moment. И вот это вот единство, оно как раз сейчас находится на грани того, чтобы его не стало. It is not always wrong to complain. Не всегда неправильно жаловаться. Now, if there is something that is wrong that needs to be corrected, and it needs to be brought to the ears of the leadership, it should be done. То есть, если есть что-то неправильное, да, какое-то учение или еще что-то неправильное, то это должно быть донесено до ушей, до разума лидеров церкви. But it should never turn into a group of grumblers. Но это никогда не должно превращаться в группу людей, которые ропщут. The right thing is to go to the leadership and say, here's the thing that I find is wrong.
То есть правильно будет так, чтобы вы пошли к лидеру церкви и сказали, Not to go to Zhenya and say, Zhenya, there's a problem here. то есть не идти, допустим, подошли вы к Жене и сказали, вот, знаешь, здесь есть там проблемка. What do you think we should do? Как ты думаешь, что мы должны сделать? And then I go to Nina Ivanovna and say, Nina, this thing is wrong. А потом к Нине Ивановне, вы знаете, вот это вот там неправильно делают они. And the leaders aren't doing anything. А лидеры ничего не делают. Well, before very long, I am bringing division into the church, aren't I? Потому что я вношу разделение в церковь, не так ли? Rather, what I ought to do is take my concern to the leadership, put it in their hands. То есть моя задача это пойти к лидеру, передать вот это то, что я знаю, да, там проблему в их руки. Continue my prayers about this situation. Сам продолжать молиться об этой проблеме. And trust that God will work through the leadership and the body in order to correct what is wrong. И довериться Богу для того, что Он исправит эту ситуацию и даст мудрость лидерам. And I'm grateful for the example of the apostles here in this story. И я очень благодарен тем примерам, которые сделали апостолы здесь, в этом отрывке. Because the apostles receive the information. Потому что апостолы, они приняли эту информацию. And so notice how they handled this big problem. И смотрите, как они разрешили эту большую проблему. They called the whole group of Christians together. Они собрали большую группу христиан, всех христиан. And then they turned it over to the believers, trusting them to solve it. И затем они им предложили, тем верующим людям, выбрать из среды себя 7 человек. Very often in the leaderships that I encounter in congregations, they feel like they have to make all the decisions and they're the only ones who can come up with the right answers. Очень часто я, когда езжу, встречаю лидеров, проповедников церквей, и очень часто эти люди, они все время хотят брать на себя главную роль и решать все вопросы, которые есть. But the apostles turned it back to the people. Но апостолы, они передали это также людям. And they did that for a couple of reasons. И они сделали это по нескольким причинам. Number one, they trusted the people to do the right thing. Первое, они доверяли тому, что люди сделают правильный выбор. Let's remember that these are people who have been devoted to their teaching already. Помните о том, что эти люди уже были посвящены и пребывали в учении. But also, they understood their role in the body. Но также они и понимали свою роль в теле. They said that we will give our attention to prayer and the ministry of the word. И что мы будем посвящать себя молитве и проповедованию Слова Божьего. Because that was the role that they had been given by Jesus Christ. Потому что это та роль, которая была дана им Иисусом Христом. Now, up to this time, it seems as if the apostles have had some role in this distribution. Уже до этого момента мы видим, что апостолы, они уже распределяли некоторые роли. Because you'll remember that people sold fields and brought the money or brought goods and laid them at the feet of the apostles. И мы помним, как люди продавали когда свои имения и приносили деньги к ногам апостолов. And then they obviously decided where that money was going to go. И потом апостолы уже распределяли или определяли, куда пойдут эти финансы. But in order to focus on their purpose in the kingdom, но чтобы определить их роль в царстве, the apostles turned the problem over to others. Апостолы, они перераспределяли эти роли на других людей. So that those other people could come to understand their role in the body. Чтобы и те другие верующие, они также понимали свою роль в царстве. In order for a church to grow and even multiply, чтобы церковь росла и приумножалась,
leadership must trust the people. Лидеры церкви должны доверять людям. And the believers must show themselves to be trustworthy. И верующие также должны вести себя так, чтобы им могли доверять. And so the people get together and they choose 7 men. И вот люди собираются вместе и выбирают из среды себя 7 человек. They are told by the apostles that these men have to have 2 qualifications. Апостолы сказали, что эти люди должны иметь две характеристики. That is, they had to be full of the Spirit. Первое, исполненные Святого Духа. And so in their own lives, they were known for producing the fruit of the Spirit. То есть в своей жизни они были известны тем, что они приносили плоды Святого Духа. And they also had to have a reputation for living their lives with wisdom. И также они должны были иметь такую репутацию жизни, руководствуясь мудростью. And of course, where does wisdom come from? И откуда приходит мудрость? If any of you lacks wisdom, let him ask of God. Да, если кому-то не хватает мудрости, то просите у Бога. And so, in wisdom, they were allowing God to guide their lives. То есть в мудрости они позволяли Богу вести их, охранять их по их жизни. So in many ways, these 2 qualifications are one and the same. И во многих случаях вот эти две характеристики, они как бы одно и то же. These were men who lived their lives under the leadership of the Spirit. То есть эти люди, они жили под руководством Святого Духа. I saw a quote recently, and I'd like to share that. Я недавно увидел такую цитату и хотел бы поделиться с вами. And it was, leaders must be willing to do anything, Лидеры должны хотеть делать все, but they must guard against doing everything. но они должны быть как бы оберегаемы, охраняемы от того, чтобы делать все. Okay, so let's see that again. То есть давайте еще раз повторим. Leaders must be willing to do anything, Лидеры должны хотеть, желать делать все, but guard against doing everything. но в то же время они не должны делать все. Now, the apostles would say it's not right for us to leave our role and to wait on tables. Как сказали апостолы, что это не наша задача оставить наше учение, да, и заботиться о другой роли. They're not saying waiting on tables is beneath us. We're apostles. We can't be expected to do that. То есть они не говорили о том, что, нет, мы не будем там вот как пищись, да, заботиться о столах, потому что мы апостолы. You know, let's get some lesser people and put them on that. То есть пусть это, поменьше так, люди не такие важные в церкви, пусть они этим занимаются. It's not because it was beneath them. It's simply that it wasn't their role and their purpose. Это не то, что была какая-то низкая, да, обязанность или служение, просто у них была своя роль в церкви. And so these 7 men are chosen. И вот выбирают 7 человек. I think that it is significant that all 7 of the men who are chosen have Greek names. И, наверное, очень символично то, что все 7 человек, которые были выбраны, у них всех было греческие имена. And in fact, one of them was not even born into a Jewish family. He was a proselyte. А один даже из них не был рожден в иудейской семье, потому что он был прозелит. So they would be better able to care for the needs of the Greek widows. Поэтому именно эти люди и могли вот позаботиться о вот этих эллинистских вдовах. So the church chose Greek men to help the Greek widows. То есть можно сказать, что церковь выбирает 7 греков, чтобы помочь грекам. And the apostles affirmed the believer's choice. И апостолы, они подтверждают выбор христиан. And it says that the number of disciples in Jerusalem increased rapidly or multiplied rapidly. И мы видим, что число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. And when we look in verse 6 of chapter 6, И когда смотрим на 6 стих 6 главы, it says, and after praying, they laid their hands on them.
написано, что после молитвы они возложили на них руки. So the apostles laid hands on these 7 men and set them apart for a particular purpose. То есть апостолы, они возложили руки на этих 7 человек и отделили их для особого служения. Now they were not set apart to do the same things as apostles. То есть они не поставили их, не отделили их для того, чтобы делать ту же работу, что и апостолы делали. They were set apart to do their role and their purpose. То есть они были отделены для выполнения своей роли, своих обязанностей. Luke will go on to tell us that even a large number of priests became obedient to the faith. И даже написано, что из священников очень многие уверовали. It's interesting to me that in these qualifications here, there's nothing listed about organizational management. Здесь в этом, мне вот интересно, почему в этом списке, да, ничего не было сказано о каких-то там, о руководстве или организационном управлении. It says nothing about management experience. Ничего не было сказано об этом опыте управления. Simply that these men were known as those who walk according to the Spirit of God. Просто вот эти 7 выбранных человек, они были известны тем, что они ходили, следовали за Богом. I was reading a book on business management not long ago. Читал недавно книгу «Управление бизнесом». And the person who was writing the book was actually a recruiter of people to work for various large corporations. И вот человек, который написал эту книгу, он занимается трудоустройством людей в крупные компании. And he said that the most successful companies in their hiring were those who looked at a person's character and personal skills, person-to-person skills. И вот он говорит, что компании, когда берут на работу людей, они в первую очередь обращают внимание на характеристики самого человека и также на его умения, которые выявляют при разговоре один на один. So number one, was he an ethical person? Первое, это, какая характеристика, это чтобы человек был моральный, этичный, моральный. And secondly, И во-вторых, that he had the ability to talk and relate to other people. чтобы у него была способность общаться, разговаривать с другими людьми, выстраивать отношения. And this is where they focused their recruiting, because if they lacked the skills, you can teach a person skills. Потому что если у человека не хватает каких-то умений что-то делать, его можно научить этому. But you can't necessarily teach good ethics and good person-to-person skills. Вот невозможно, да, или не обязательно учить вот этому общению и моральным качествам. And this made me think about this situation here in the book of Acts. И вот это заставило меня также подумать об этой ситуации здесь, в книге Деяний. Because very often when we look to develop leaders or to put people into various ministries, we look simply at their skills and not what the Spirit is doing in their life. Потому что очень часто, когда мы выбираем какого-то человека или отделяем кого-то для служения, мы очень часто смотрим на его умения, на какие-то его, то, что он умеет, навыки его. A preacher was in a meeting with his elders and his deacons. Вот проповедник находится в обществе диаконов и пасторов. And as he was meeting with them, he was talking about how everything that we do is a spiritual ministry. И общаясь с ними, он рассказывает, что все, что мы делаем, это духовное служение. That everything that we do is a work that is done for God. И все, что мы делаем, это все мы делаем для Бога. And one of the deacons that was there, whose role it was to take care of the building and the property. И вот один из диаконов церкви, который отвечал за имущество церкви и за само здание, He said, он сказал: I will look at my work as a spiritual ministry when someone can explain to me how picking up trash on the lawn is spiritual. Я вот смотрю на свои обязанности, на свое служение
духовно тогда, когда мне кто-то говорит, что нужно убрать или вынести мусор. Is a spiritual ministry. If someone can explain to me how that is a spiritual ministry. Да, то есть как мне, как это может быть духовно, что я убираю вот мусор на территории восстания? What that deacon failed to recognize was everything that we do is spiritual. То есть он не мог, этот диакон, понять, он говорит, как вот, что я убираю этот мусор, все, что я делаю, вот эти работы, что это разве духовное? То есть этот диакон не мог понять, что все, что мы делаем для Бога, это есть духовно. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord. То есть все, что вы делаете словом или делом, то делайте в имя Господа. Isn't that what Paul said? Павел сказал. Yeah. So everything that we do is spiritual. То есть все, что мы делаем, это духовное. Our lives are not divided up between spiritual and practical or spiritual and physical. То есть это наша жизнь, она не разделена как духовная, там, практическая или духовная, физическая. We talked about that last night. И мы разговаривали об этом вчера вечером. Our whole heart and our whole mind have to be given to God. То есть полностью наше сердце и полностью наш разум должны быть отданы Богу. And so whether I am picking up trash or leaves outside, И неважно, то ли я убираю мусор или листья там на улице, or whether I am mopping the floors in the building, или я подметаю здесь, мою полы в здании, if I am handing out brochures at the square, или я раздаю брошюры там на площади, if I am leading singing on a Sunday morning, или я веду песнопение здесь в воскресенье утром, if I am as a wife living out a holy life in the presence of my family, или я жена, которая веду духовную жизнь в присутствии своей семьи, if I am at the factory and doing my daily work, или я нахожусь на заводе и делаю свою ежедневную работу. everything that I do has spiritual understanding. То есть все, что я делаю, может также подразумевать под собой духовное. Now here's a question for us. И вот вопрос для каждого из нас. What is your set purpose according to the will of God? Какая ваша цель в соответствии с волей Божьей? Because God does have a purpose for each and every one of us. Потому что у Бога есть цель для каждого из нас. All of the early Christians were not the apostles. Все вот те ранние христиане, они не были апостолами. In fact, we have thousands of people and 12 apostles. И более того, да, мы читаем вот тысячи там человек, тысячи верующих и только 12 апостолов. So all of us are not evangelists. И не все из нас евангелисты. All of us are not song leaders. И не все из нас ведущие в пении. All of us are not Bible teachers. Не все из нас учителя Библии. All of us don't have the same level of ability to deliver mercy to people who need it. Не все из нас имеют одинаковый уровень даже милосердия, который мы показываем другим людям. Not all of us are as encouraging as other people. И не все из нас могут одинаково ободрять, воодушевлять людей. Now we don't ignore any of these things, Конечно, мы не игнорируем все это, but we have to be willing to find out what role God has for us in His body. но мы должны узнать то, какую роль имеем мы, каждый из нас в теле Господня. And when we look into Acts chapters 6 and 7, we find early Christians who were set apart for a different purpose than the apostles. И в главах 6 и 7 мы видим, что вот людям были даны разные роли, которые они должны были выполнять, разные, чем у апостолов. Now, very often what happens is that members do not seek to discover what their role is. Очень часто, что мы можем встретить, это то, что члены церкви, общины, они не хотят знать, какую
роль они имеют. They wait for one of the leaders to come to them and to say, we need you to do such and such. Они ждут, пока лидер, там, проповедник, кто в церкви подойдет и скажет, я хочу, чтобы ты делал то и то. Rather than us coming to the leaders and saying, I want to do such and such. Вместо того, чтобы мы сами, да, должны подойти к лидеру и сказать, я хочу делать то-то и то-то. Notice the way that the apostles trusted the people. Смотрите, как апостолы доверяли людям. And the leaders in a congregation have to trust the people. И лидеры также общины должны доверять людям. But the people must show themselves trustworthy. Но и люди сами, они также должны поступать так, чтобы им могли доверять. And the only way we can be trustworthy is to find what it is that God has given us and then to do it. И как так стать такими людьми, которым, да, можно доверять? Это чтобы мы видели свою роль, видели, что Бог хочет от нас, и выполняли ее. And so if we are not now engaged in a ministry of some sort, Поэтому если мы на данный момент, кто-то из нас не вовлечен в служение церкви, then we need to discover what that role is. То мы должны определить для себя роль. And we need to give ourselves fully to that role. И мы должны посвятить себя полностью выполнению вот своей роли или служению. All the time glorifying God in the way that we do it. И постоянно прославляя Бога за то, что мы делаем. But we also find in the text that Stephen is set aside for another purpose even beyond the seven. И далее мы видим, как Стефану была предназначена еще одна роль. And so in Luke's story, Stephen becomes the first non-apostle to perform miracles. И вот мы видим в истории, что Стефан был первым учеником не из апостолов, который мог делать чудеса. Of course, the apostles had laid their hands on him. Конечно же, помним, что апостолы возложили руки на него. And so in this way, he was empowered to do miracles. И поэтому именно таким образом он приобрел силу творить чудеса. And we find him preaching to those who are in Jerusalem. И мы видим, что он проповедует тем, кто находился в Иерусалиме. And as we look at the story, particularly in the remainder of chapter 6 and then in chapter 7, И когда мы смотрим на эту историю в конце 6 главы и начале 7, people began to argue with Stephen about the things that he said. и люди начали спорить относительно того, что говорил Стефан. And their logic could not match up to Stephen's logic. И их логика, они не могли понять, да, она не была несовместима с логикой Стефана. And since they can't win the argument by logic or reason, И поскольку они не могли его победить своим разумом или там логикой, they begin to attack him and his character. то есть они начали атаковать его личность. Any of us who have tried to share the truth of the gospel with others who didn't want to hear it, no doubt have experienced this. Я думаю, что каждый из нас, кто старался донести истину другим людям, которые не хотят тебя слушать, да, или не понимают тебя, также переживали такие моменты. Since they can't argue with Scripture as you present it, then they're going to attack you. То есть, если они не могут понять, не могут свои аргументы, да, относительно Писания, тогда они начинают на тебя, на твой характер и на личность давить. And so Stephen is taken before the Jewish leaders and accused of various things. И поэтому его приводят перед первосвященниками и обвиняют в нескольких вещах. And there he delivers not so much a defense of himself, but more a sermon which speaks of two things. И что в ответ отвечает Стефан, это даже больше не то, не защита себя, а говорит проповедь, которая, главное, акцентирует внимание на двух вещах. First of all, that throughout all of the history of Israel, God was faithful. Первое, это то, что на протяжении всей истории израильского народа Бог был верен. And that secondly,
И во-вторых, throughout all of the history of Israel, the Jews had been unfaithful. что на протяжении всей истории израильского народа иудеи были неверны Богу. That's the basic understanding of chapter 7. То есть это как бы основная такая мысль вот этой всей 7 главы. And of course, they didn't like what he had to say very much. И, конечно же, им не очень понравилось то, что говорил Стефан. And so as he was speaking, they were covering their ears so that they wouldn't hear him. И когда он говорил эту проповедь, они начали закрывать свои уши. And they were gnashing their teeth. Они стали скрежетать зубами. And then they drug him outside of the city and they stoned him to death. И потом они вывели его из города и побили камнями. And there as Stephen is being stoned, he says two things very similar to his Lord. И перед тем, как Стефан был побит камнями до смерти, он сказал две вещи, которые очень похожи на то, что говорил наш Господь. He says, Lord, receive my spirit. Он сказал: Господь, прими дух мой. The same thing that Jesus said on the То есть cross. то же самое, что Иисус сказал на кресте. And secondly, he said, Lord, don't hold their sins against them. И также он сказал: Господь, не вмени им греха сего. And so he was very much like his Lord, И он был очень похож на своего Господа. attacked and killed by the Jews. И также был атакован и убит иудеями. And so he went home to be with the Lord. И также он пошел к себе домой, на небеса, к Господу. From a human standpoint, it seems as if Stephen has lost. С человеческой точки зрения можно сказать, что Стефану не повезло, Because he's been put to death. потому что он умер. But really he has the victory Но на самом деле он одержал победу, because he has gone to be with the Lord. потому что он пошел к Господу. Stephen didn't love this life more than he loved Jesus. Стефан, он не любил этот мир больше, чем он любил Иисуса. He wasn't doing everything that he could to stay here rather than to be with his Lord. Он не делал все возможное, чтобы остаться здесь, в этом мире. Probably Stephen had a family. И, возможно, у Стефана уже была семья. And certainly his death would have affected them. И, конечно же, его смерть могла повлиять на них. But even in that, there was victory. Но даже и в этом случае это все равно была победа. Because they had a faith in where their family member would be. Потому что это была также и вера в то, где и в дальнейшем будет его семья. God's work in the world is always bigger than one small story. Божья работа в этом мире, она всегда больше, чем просто одна история. First of all, God had a purpose for Stephen as one of the seven. С самого начала у Бога была цель для Стефана, вот как одного из вот этих 7 учеников, которые были. But God also had a purpose for him as the first martyr among the early Christians. Но также у Бога еще была и цель для Стефана, чтобы стать первым мучеником. And in both cases, Philip was faithful. Stephen. И в обоих случаях Стефан оставался верен. When Stephen is put to death, we are introduced to another man. И когда Стефана побивают камнями, нам представлен здесь еще один человек. And that man's name is Saul. И имя этого человека Савл. He is one of the rising stars among the Jews. То есть он восходящая звезда такая среди иудеев. And so he seems to be watching over this execution. И он как бы наблюдает за всем происходящим, за вот этим гонением Стефана. And so in order for the men to be able to throw the stones, they take off their coats and they put them at Saul's feet. И люди, которые побивали Стефана камнями, им нужно было снять свою одежду, и они вот клали эту одежду у ног Савла. And of course Saul is in complete agreement with what is happening. И из этого можем понять, что также Савл полностью одобрял убиение Стефана. Saul doesn't really know what his true purpose is yet.
Савл еще не знал, какая же будет истинная цель предназначения для него. But you and I know his purpose. Но вы и я знаем, какая же была его цель. That he was going to become the great apostle Paul. Что он станет великим апостолом Павлом. God would say of him, he will see how much he must suffer for the kingdom. И Бог скажет, сколько ему придется пострадать за царство. And he was set apart as an apostle to the Gentiles. И он также был отделен на особую роль апостола для язычников. And much of the rest of the book of Acts deals with his faithfulness. И остальная большая часть книги Деяний, она вся касается вот того служения Павла. But what we see in chapter 6, 7, and the first part of chapter 8 is Но вот что мы видим в 6, 7 главе и немного в начале 8 главы, that God has a role for everyone. что у Бога есть роль для каждого из нас. There is none of us that lacks a talent. Нет ни одного из нас, в ком бы не было таланта. You remember the story that Jesus told about giving talents or money to his servants? Помните, Господь рассказывал нам пример того, как хозяин давал таланты своим слугам. And then one of those servants took and he buried it in the ground. То есть деньги своим слугам один закопал в землю. And then when the master returned, he gave him back that one talent. И когда хозяин вернулся, он один талант, то есть эти деньги вернул хозяину. And the master called him a worthless servant. И хозяин тогда назвал этого слугу, не помню как, никчемный. Там в тексте другой слово. Лукавый и ленивый. Да, ленивый. Every Christian in this room has a purpose from God. Каждый христианин здесь в комнате имеет цель от Бога. It is something that God has given to you in the context of this family. То есть Бог дает каждому из нас эту цель, как в контексте, что мы являемся семьей. Will we try to ignore what God has given to us by not trying to find out what it is? И когда мы игнорируем это, и мы не пытаемся найти вот эту цель от Бога, предназначение. Or if we know what it is, will we not go about doing it with all of our might? Или мы, допустим, знаем свое предназначение, роль, но не пытаемся служить этим чисто от полного сердца. Will we be faithful servants of God? Будем ли мы верными слугами для Бога? All of us have been set aside for a purpose within the body of Christ. Как находясь в теле Господнем, каждый из нас имеет свою роль. We are talking about an unstoppable church. Мы, помните, мы разговариваем с вами о церкви, которую невозможно остановить. And an unstoppable church is a church where everyone understands and values their giftedness. И это, если мы хотим быть такой церковью, то каждый из нас должен понимать свое предназначение и свою ценность церкви. I want you to think of what this church will be like in 20 years. Я хочу, чтобы вы подумали над тем, какой будет эта церковь еще спустя 20 лет. If everyone in this congregation has a ministry. Каждый ли из нас в этой церкви имеет свое служение. That's a ministry beyond coming here on Sunday. И это служение не то, я имею в виду, что просто приходить сюда по воскресеньям. But it is doing something specific for the church in the name of Christ. Но это то, чтобы делать что-то особенное здесь, в церкви, во имя Иисуса Христа. Imagine for just a moment what that church will look like. И представьте, что все, если так и будет происходить, на что будет похожа эта община. When every member is doing its part. Когда каждый член общины, он выполняет свою роль. The church will be extremely healthy. И церковь тогда будет полностью здоровой. And the church will be unstoppable. И церковь также будет непобедимой. May God grant all of us the grace to make that a reality. И пусть Бог дарует нам всю свою благодать, чтобы это стало возможным. Аминь.